Стамбул – мегаполис в Турции, промышленный, торговый и культурный центр, основной порт страны. Город-сказка, город впечатления, место, которое благодаря своему колориту ежегодно притягивает около 12 миллионов туристов. Приятный климат, ласковое море, уникальная культура и потрясающая кухня делают этот город одним из самых популярных курортов мира. Стамбул подобен мозаике, где многочисленные пестрые фрагменты складываются в одну картинку. Здесь вы можете прогуляться по старым мощеным улочкам, полюбоваться величественными мечетями и ощутить головокружение от небоскребов. Стамбул расположен на 7 холмах, как и Рим, поэтому его еще называют Вторым Римом. 6 первых холмов Стамбула вытянуты вдоль пролива Босфор, а 7-й расположился ближе к Мраморному морю. На карте отмечен голубым. У 7-го холма 3 вершины, которые образуют треугольник. Самый высокий холм – 6-й, высотой 60 метров, на карте красным. На нем расположена мечеть Михримах. Длина Стамбула 150 километров, ширина 50 километров. Стамбул – единственный город в мире, расположенный на 2 континентах – в Европе и Азии. Часть города разместилась на европейском берегу Босфора, а часть на азиатском. Ощущается некоторое ментальное деление города. Так, в азиатской части улавливается средневековый колорит, а в европейской более явен дух современного мегаполиса. Стамбул уступает только Лас-Вегасу по числу ежегодно регистрируемых в нем браков. В Стамбуле самый крупный рынок в мире. Гранд-базар – это 61 торговая улица с 45 тысячами лавок. На территории рынка есть мечети, фонтаны, бани. Во время съемок фильма о Джеймсе Бонде «Координаты Skyfall» английский шпион проехал по крыше стамбульского большого базара на мотоцикле. Работу рынка на время съемок останавливать не стали, и люди не имели понятия, что происходит над их головами. В Стамбуле снимали и еще один фильм «Бондианы» из России с любовью. Стамбул называют городом кошек. Хвостатых, мурчащих, домашних питомцев в городе насчитывают миллионы. И такое количество обусловлено любовью стамбульцев к этим удивительным животным. Кошек здесь не просто любят, а даже поддерживают на государственном уровне. К примеру, прогуливаясь по улицам Стамбула, можно часто увидеть социальную рекламу, напоминающую о том, что кошкам нужна миска воды и кусочек хлеба, а утром или перед наступлением ночи по краям улиц появляются многочисленные миски с кошачьим кормом. Этим животным позволено все. Если вы убили кошку, то чтобы вымолить прощение у Бога, необходимо построить мечеть. Такова местная поговорка. Кошек почитают, потому что их любил пророк Мухаммед. По исламскому поверью, Мурка однажды спасла пророка от смертельного укуса ядовитой змеи. Уличная еда в Стамбуле доступна, и она продается буквально на каждом углу. Уличная еда в городе такая же достопримечательность, как Таксим или Босфор. В Стамбуле все ларьки на улицах проходят жесточайший контроль и получают лицензию. Поэтому без всяких сомнений пробуйте город на вкус. Провалившийся под землю дворец. Так называют цистерну базилику. Подземная пещера – резервуар для воды 145 метров длиной и 65 метров шириной в древние века выручала в засушливые годы. Потолок пещеры удерживает 336 колонн, большая часть их взята в полуразрушенных античных храмах. Основание одной из колонн украшено перевернутой головой медузы Горгоны. В Стамбуле есть церковь полностью из железа. Это храм святого Стефана Болгарского. Создали ее такой из опасения поджогов. Метро в Стамбуле появилось только в 1989 году и продолжает строиться до сих пор. Зато оно способно выдержать 6-бальное землетрясение. Единственный город с величайшими храмами 2 мировых религий. В Стамбуле, где большинство мусульманского населения,
расположен центр Константинопольской православной церкви и резиденция Вселенского патриархата. Это единственный город на земле, в котором граничат величайшие храмовые строения ислама, Голубая мечеть и православие, собор Святой Софии. В роскошном отеле Чирган в Стамбуле готовят один из самых дорогих десертов мира – золотой торт. Фрукты для начинки несколько лет выдерживают в особом составе, а готовый торт сверху покрывают 24-каратным золотом. В Стамбульском парке «Миниатюрк» можно увидеть разом все достопримечательности Турции, только в миниатюре. За историю Константинополя в нем жили и правили своими державами 10 императоров Римской империи, 82 византийских правителя и 30 султанов Османской империи. Стамбул или Константинополь за свою историю успел побывать столицей 4 империй. Известное во всем мире лакомство рахат-лукум было изобретено одним турецким кондитером специально для султана. В результате соперничества королевских шеф-поваров, каждый из которых стремился стать фаворитом султана, этот кондитер не побоялся поэкспериментировать, смешав крахмал, сахарный сироп и ароматические вещества, добавив туда же орехи и сухофрукты. Этот десерт покорил султана, а позже и всю Европу. Стамбульский подземный фуникулер-туннель построен в 1875 году. Это третья из самых старейших подземок мира, после Нью-Йоркского и Лондонского метро. В Стамбуле проживает почти 20% населения Турции, то есть каждый пятый. По официальным данным, население города составляет 15 миллионов человек, по неофициальным – 20. Стамбул входит в десятку крупнейших городов планеты. Главный дворец Османской империи Топкапы, который сейчас превращен в музей, является одним из крупнейших дворцовых комплексов мира. Дворец вместе с сопутствующими строениями и парками является отдельным районом Стамбула площадью более 700 тысяч квадратов. Стамбул – это город, к которому хочется возвращаться как к старому другу, и по которому начинаешь скучать уже в самолете.